Никто не замечает, что я стал быстрее спускаться к трибуне. Раиса И всем Васильевна желаю заметила сразу. приобретать спортивный вид. Сразу хочу поддержать Геннадия Андреевича по поводу политической системы. Потому что они там доиграются сейчас, у них будет мирный переворот в Верховной Раде. Там есть одномандатники. Многие уже дрогнули. Их перекупят, и большинство будет уже не у Януковича. И они изменят Конституцию и погонят не только Януковича, но и пост президента. Это я к тому, что у нас мечтают в 2016 году тоже привести сюда 226 одномандатников. Часть из них будут ваши, но колебания будет плюс-минус 50 голосов. Этих 50 другой Ходорковский купит, и вы потеряете большинство здесь. Вот об этом подумайте. Кто такие одномандатники? Это партизаны, а политические партии – действующие политические армии. Так цивилизованной армии-то легче договариваются командармы, чем партизан. Он сегодня с вами, а завтра с кем он будет? Вы же его не контролируете. У него избиратели там. Поэтому, может быть, даже хорошо, что на Украине что-то происходит. Может быть, лучше полный провал на Украине, чтобы в Кремле задумались. Я 100 раз говорю, никаких одномандатников и никаких новых партий. Мы 5000 было регистрировали, а им 500. Еще 5 человек давайте будет. В бане соберутся 5 человек, у них партия. Это согласен. Давайте убедим руководство, шутить не надо со страной. То, что касается Украины, выскажу особую позицию ЛДПР, которая концептуально отличается и стратегически. Переяславская Рада, да? Праздновать будем, собираться будем, пожалуйста. Но не надо было заключать ее. Не надо было. Мы разлили Европу, Польшу и Литву. И до сих пор они все три вместе взятые наши враги. А пусть бы они бились, бы литовцы, поляки и Европа, за эту часть территории Европы, где так называемый украинский народ. Он и не был тогда украинским народом. Запорожская сечь, казаки, остальное все это были практически поляки, славяне. Слово украинцы не знаю, когда появилось. Но в любом случае это спорная территория. И украинский язык придумали в Вене на базе польского и добавили какие-то слова, лишь бы от русского отличался. И все равно он очень похож на русский язык. То есть это борьба с нами была. Украина была разменная карта. Если к царю, то царь ближе к Европе. А зачем нам ближе к Европе? Наше направление на юг. Турции бы сейчас не было бы, пол-Ирана бы не было бы, Афганистан была бы тишина. И Европу мы бы не злили. А мы лезем в Европу. Как и сегодня все не ползут туда, в Лондон, им туда нужно и лечиться, и жить там, все туда, в Европу. Это стратегическая ошибка. Грузию зачем взяли? Головная боль 200 лет. Поэтому надо делать выводы исторические. Мы пишем сейчас новый учебник истории. Никого не надо к нам привлекать больше. У нас Сибирь, Урал и центр России. А они пускай задохнутся там в крови все. И тогда будет легче нам и проще. Помогать не надо. Вы понимаете, на чем они сейчас играют? С Москвой или с Брюсселем? Посмотрите, Москва. Передача «Чрезвычайное положение». Убили, наркотики везут. Что, вы хотите жить с такой страной вместе? И Брюссель, Европа. Вся тишина. Поэтому ошибки исторические. В 1945-м что мы делаем? Британия и США предлагают Францию судить на Нюрнбергском трибунале. Она же была вместе с Гитлером против нас. 1000 французских солдат воевали здесь, на Восточном фронте. Чего Сталин не дал такого разрешения? Европа хотела. Польшу нужно было вставить тоже в состав, так сказать, гитлеровской оси. Она должна быть виновницей Второй мировой войны. А мы сегодня за Катынь еще оправдываемся. На трибунале сидели бы они, поляки. Это они начали Вторую мировую войну. Мы могли бы спасти и Чехию, Словакию, и саму Польшу. Они мешали. И первыми побежали Гитлеру заключать договор в 1934 году. Поэтому здесь сегодня мы голосовать не будем, потому что мы не голосовали и по ратификации Харьковские соглашения. Мы продолжаем тратить наши деньги впустую. Посмотрите, динамика. Уже половина хотят с Брюсселем быть. Уже больше половины, там 46 на 54. Через 10 лет никто не захочет быть с нами. Новое поколение, им наплевать на войны, революции, дружбы народов, фестивали. Кто когда к кому пришел, их не интересует это. У нас они забыли, как было имя, отчество Ленина. Ленин что-то такое мелькает у них, а имя, отчество они уже не знают. Губернатор, говорит, какой-то. Вот.
губернатор. Возможно, какой-то. Поэтому уповать на то, что где-то были праздники, мы там обнимались, целовались, один народ, ничего не колышет. Они везде над русскими издеваются. Русские школы закрыты, газеты. Штраф за то, что говорят по-русски. А мы все еще говорим, да, мы с вами, мы такие хорошие, мы дружим. Вы понимаете, что власть, государство и вся система зыждется только на двух китах. Или винтовка, или деньги. А мы говорим, винтовки нет, денег не хватает, давайте дружить. Бесполезно. Ну, бесполезно все это. Ну, вы мероприятие проведете, фестиваль, поплясали, все, разъехались. А людям нужно каждый день кушать, идти на работу, иметь квартиру. Или штык стоять должен. Порядок. Вот советская власть на чем держалась? Штык. Тишина. Молчать. В каждом коллективе представитель КГБ. Тишина была. Но не захотели же наши люди так жить при ограниченной свободе. Поэтому оранжевые революции происходят не обязательно в бедной стране. Ливия богатая, Египет богатый, Сирия, все арабские страны богатые. Это смена режимов. Не хотят украинцы эту партию, российские, не российские, а регионы Украины. Не хотят Януковича, он им противен. Как Кучму не хотели. И даже Ющенко не уберегли. А мы им подсовываем какие-то философские трактаты. Да давайте вместе. Да не хотят они ни с кем вместе. Это другая Украина уже, другие люди. Это поздно уже делать. Родилось новое поколение. Поэтому ни с кем никаких соглашений. И когда таможенный союз рухнет тоже, прекратить помогать, добиться того, что сами приползут и будут стучаться в двери Московского Кремля. Вот тогда принять на уровне статус губерний или федерального округа. А вот такого союза больше никогда не получится. Советским Союзом они вот как накормились. И Евросоюз рушится. Он рухнет, а мы все еще будем создавать Евразиатский союз. Уже Назарбаев в сторону смотрит и Лукашенко. Поэтому надо думать здесь, какую конструкцию делать. У нас есть вариант территория губерния или федеральный округ. Все остальное... Спасибо.